Всем привет! С вами «Подвал разума». Перед тем, как мы начнем, подпишись на канал и поставь лайк. Это займет всего пару секунд, а мне очень помогает создавать новые видео для вас. Готовы? Поехали к изменениям прямо сейчас. 6 архетипов женщины. Исследуйте себя с помощью теста Юнга. Вы когда-нибудь задумывались, кто вы на самом деле? Не тот образ, который вы показываете миру, а настоящее вы. Глубинное, многослойное, иногда скрытое даже от самой себя. Внутри каждой женщины живет нечто большее, чем привычные роли, привычки и маски. Есть энергия, есть голос, есть архетип. Древняя, вечная сила, которая формирует наши решения, наши эмоции, наши отношения и даже судьбу. Что если я скажу вам, что на самом деле мы все движемся не хаотично, а следуем определенным внутренним сценариям, которые на протяжении веков были частью женской психики? Архетипы, о которых говорил Карл Юнг, это не просто психология, это ключи к пониманию себя. И сегодня мы погрузимся в мир этих архетипов. Вы узнаете, кто живет внутри вас, какие силы направляют ваши поступки, что стоит за вашими страхами, желаниями, страстью и внутренней свободой. Вы — хранительница мудрости, или, может быть, вечная искательница приключений? Может, вы та, кто любит заботиться и лечить, или та, кто смело ломает стереотипы и создает новые правила игры? А возможно, вы сочетаете в себе несколько архетипов одновременно, и именно эта многослойность делает вас уникальной. Сегодня вы пройдете путешествие внутрь себя. Мы разберем 6 женских архетипов, поймем их суть, научимся узнавать себя в них, откроем тайны своей психики. И кто знает, возможно, после этого путешествия вы увидите свою жизнь совершенно по-новому. Готовы ли вы заглянуть в глубины своей души и встретиться с теми частями себя, которые обычно скрыты от глаз? Погрузимся в этот мир, полный тайн, энергии и силы, и найдем архетип, который живет именно в вас. Магическая сила архетипов. Введение в женскую психику. Вы когда-нибудь замечали, что иногда ваше поведение словно не подчиняется вашей логике? Как будто есть невидимая рука, которая подталкивает вас поступать определенным образом, даже когда вы сами этого не хотите. Это и есть проявление архетипов, древних, бессознательных образов, которые формируют нашу личность и внутренний мир. Карл Юнг называл их универсальными символами человеческой психики, и именно через них можно понять, кто мы на самом деле. Женская психика по Юнгу необычайно многослойна. Внутри каждой женщины живут силы, которые могут быть противоречивыми, порой даже конфликтующими друг с другом. Одна часть хочет заботиться, любить и оберегать, другая — действовать смело, рисковать, нарушать правила. И все это сосуществует в одном человеке. Задайте себе вопрос: сколько разных «я» живет внутри вас? Сколько масок вы носите, чтобы мир принял вас такой, какая вы есть? Архетипы — это не просто психология, это древние паттерны поведения, которые передавались из поколения в поколение. Они проявляются в наших чувствах, мечтах, поступках, в том, как мы взаимодействуем с миром и любим других. Понимание архетипов позволяет нам понять свои сильные стороны и слабости, свои скрытые мотивы и желания, а также те привычки, которые могут ограничивать нас. Давайте представим, вы просыпаетесь утром и вдруг чувствуете прилив энергии, желание действовать, создавать, творить. Это не случайность. В этот момент может проявляться архетип Творца, той силы внутри вас, которая стремится к реализации своих идей, самовыражению и творчеству. Или, может быть, сегодня вы чувствуете глубокое желание заботиться о близких, защищать их, лечить. Это проявление архетипа матери. И вот здесь возникает интересный вопрос. Что управляет нашими архетипами? Почему один день вы смелая и решительная, а другой — нежная и заботливая? Ответ кроется в том, что архетипы живут не в разрозненности. Они взаимодействуют друг с другом, влияют на нашу психику и поведение. Понимание этих взаимодействий позволяет нам использовать свои силы более осознанно и гармонично. Представьте себе женщину, которая всю жизнь стремилась к успеху в карьере
игнорируя свои внутренние потребности и эмоции. Она может быть полностью поглощена архетипом воительницы, стремящейся к власти, достижениям и контролю. Но если она не осознает присутствие других архетипов, например, любви или мудрости, ее энергия может направляться разрушительно — конфликты, стресс, чувство пустоты. И наоборот, женщина, которая знает свои архетипы, может гармонично сочетать их в жизни. Она умеет быть смелой и независимой, не забывая о любви и заботе. Она понимает, когда стоит действовать решительно, а когда проявлять мягкость и терпение. Это не просто теория, это практическое знание, которое меняет жизнь. Каждый архетип имеет свои характерные черты, привычки и мотивы. Например, архетип любви связан с заботой, нежностью, умением видеть других, сопереживать. Архетип воительницы — это энергия действия, смелости, стремление к справедливости. Архетип Творца рождает идеи, вдохновение, желание создавать и изменять мир. Архетип мудрой женщины помогает принимать решения, видеть глубину происходящего, извлекать уроки из опыта. Каждый из них уникален, и каждый проявляется в разные моменты жизни. Но вот интригующий момент. Архетипы не проявляются у всех одинаково. В одной женщине может доминировать один архетип, в другой — несколько одновременно. Иногда архетипы спят и проявляются только в критических или эмоциональных ситуациях. Вопрос в том, а какой архетип живет в вас прямо сейчас? Как он влияет на ваши решения, отношения, эмоции? Истории женщин, которые открыли свои архетипы, поражают. Например, одна женщина всю жизнь чувствовала себя не на своем месте, пока не поняла, что внутри нее живет архетип искательницы. Она постоянно стремилась к новым впечатлениям, путешествиям, поиску смысла. Осознав это, она изменила свою жизнь. Начала путешествовать, исследовать новые профессии, находить свое истинное призвание. И жизнь заиграла совершенно другими красками. Другой пример — женщина, которая всю жизнь пыталась быть идеальной, подстраивалась под ожидания других. Она была поглощена архетипом матери и заботящейся, жертвовала собой ради других. Но внутреннее ощущение пустоты не покидало ее. Когда она познакомилась с архетипом воительницы и осознала свои права на личные границы и свободу, она смогла построить более гармоничные отношения и реализовать свои мечты, не теряя себя. Здесь важно подчеркнуть, архетипы — это не ограничения, это ключи. Они показывают, где наша сила, где слабость, какие паттерны повторяются в жизни и как их можно трансформировать. Они помогают понять себя, свои эмоции, реакции, мотивацию. Вопрос, который вы должны задать себе прямо сейчас. Готовы ли вы увидеть, какие силы живут внутри вас и как они влияют на вашу жизнь? Именно с этого начинается наше путешествие. Мы будем исследовать 6 женских архетипов, узнаем их сильные и слабые стороны, научимся распознавать их в себе и использовать их энергию. Вы сможете увидеть себя в новых ракурсах, понять, какие части вашей личности требуют внимания и какие нужно развивать, чтобы жить полной жизнью. Сегодня вы не просто слушаете лекцию. Вы начинаете внутреннее путешествие, открываете свои тайные уголки, встречаетесь с теми частями себя, которые раньше были скрыты. Возможно, это вызовет у вас удивление, возможно, смех, возможно, слезы. Но это путешествие откроет перед вами новые горизонты. Представьте, что ваша жизнь — это книга, а архетипы — это персонажи, которые пишут ее вместе с вами. Какую историю вы хотите прочитать? Какие главы добавить, какие удалить, а какие переписать? Именно этим мы займемся в следующих главах. Разберем каждый архетип, поймем его природу, его силу и влияние на вашу жизнь. Итак, вы готовы? Ваше внутреннее путешествие начинается. Давайте вместе погрузимся в мир архетипов, откроем тайны женской психики и найдем силу, которая поможет вам жить ярче, осознаннее и гармоничнее. Архетип матери — сила заботы и тепла. Когда мы говорим о женских архетипах, первым, кто приходит на ум, часто является архетип матери. Но что это на самом деле значит? И почему этот архетип так глубоко укоренился в психике женщин всех времен и народов?
Архетип матери — это не только о биологическом материнстве. Это о способности заботиться, оберегать, создавать пространство безопасности для других и для себя. Это энергия, которая проявляется в любви, поддержке, внимании к окружающим. Но его сила не всегда очевидна. Иногда она кажется мягкой, тихой, почти незаметной. А иногда она может быть непреклонной, требующей уважения и соблюдения границ. Задайте себе вопрос. Сколько раз вы жертвовали своими желаниями ради других? Сколько раз вы ставили чужие потребности выше своих собственных, думая, что это делает вас хорошей, правильной, достойной? Архетип матери часто побуждает женщин действовать именно так. Он учит любить без условий, но иногда забывает напоминать о том, что любовь к себе не менее важна. Истории жизни показывают, насколько мощным может быть этот архетип. Одна женщина рассказывала, как всю жизнь помогала всем — друзьям, коллегам, родственникам, и при этом чувствовала пустоту внутри. Она думала: «Я просто добрая и ответственная». Но когда она поняла, что внутри нее живет архетип матери, который требует заботы и о самой себе, ее жизнь изменилась. Она начала ставить личные границы, уделять время себе, и, удивительно, ее забота о других стала еще более глубокой и осознанной. Архетип матери также тесно связан с интуицией. Женщина, находящаяся в гармонии с этим архетипом, умеет чувствовать эмоции других людей, понимать их потребности и находить пути поддержки. Она может быть источником мудрости и силы, на которую опираются близкие. Это не слабость, это невероятная внутренняя мощь, которую многие недооценивают. Но есть и обратная сторона. Когда архетип матери подавлен или выражается чрезмерно, он может приводить к чрезмерной опеке, контролю и даже к подавлению собственной личности. Женщина может терять себя, живя только ради других, испытывать чувство вины и разочарования. Вопрос, который стоит задать себе: как найти баланс между заботой о других и заботой о себе? Пример из жизни показывает это ярко. Одна мама, посвятившая себя детям и семье, чувствовала постоянную усталость и тревогу. Она не понимала, почему ее внутренний мир кажется пустым. Когда она открыла для себя архетип матери, она поняла: ее сила не в том, чтобы жертвовать собой, а в том, чтобы любить осознанно, с гармонией. Она начала уделять время своим интересам, общению с друзьями, работе, которая приносила удовольствие. И чудо произошло. Ее любовь к детям стала еще глубже, а отношения в семье — теплее и радостнее. Архетип матери также проявляется в творчестве. Многие женщины через искусство, музыку, кулинарию, заботу о красоте и уюте дома выражают эту энергию. Это способ создавать жизнь, наполненную теплом и гармонией, не обязательно через детей, а через все, что требует внимания, заботы и любви. Интересный момент. Архетип матери связан с цикличностью жизни. Он учит принимать перемены, радоваться процессу, а не только результату. Он учит терпению, мудрости и состраданию. Вопрос, который стоит себе задать: умеете ли вы принимать жизнь такой, какая она есть, со всеми ее трудностями и радостями? Или вы постоянно стремитесь контролировать все вокруг? Когда архетип матери проявляется гармонично, он становится источником силы. Женщина может быть одновременно мягкой и мощной, заботливой и независимой. Она учится видеть свои потребности и уважать их, и это не делает ее эгоистичной, наоборот, это делает ее настоящей, цельной и глубокой. Многие великие женщины истории были воплощением архетипа матери, но не всегда в прямом смысле. Они заботились о людях, создавали условия для развития общества, давали тепло и поддержку тем, кто нуждался в этом. Их сила была в заботе, в способности вдохновлять, лечить и направлять. Теперь представьте себя на минуту в этом архетипе. Что вы чувствуете? Тепло, уверенность, умиротворение? Или, возможно, тревогу, ответственность и напряжение? Как бы вы использовали эту энергию, если бы могли управлять ей осознанно? Архетип матери — это инструмент,
и умение использовать его правильно меняет жизнь. И, наконец, интригующий вопрос. А что, если внутри вас скрыто больше, чем один архетип? Что, если архетип матери взаимодействует с архетипом воительницы или творца, создавая уникальный внутренний мир, полный силы, страсти и мудрости? Научившись распознавать свои архетипы, вы сможете направлять их энергию так, чтобы жить полной, яркой, гармоничной жизнью. Архетип матери — это сила любви, заботы и интуиции. Это не просто роль в жизни, это внутренний источник энергии, который, если его осознанно использовать, делает вас сильной, мудрой и настоящей женщиной. Он учит видеть других, понимать, принимать и поддерживать, но также напоминает, любить себя — это не слабость, а основа гармоничной жизни. Архетип воительницы — сила действия и смелости. Вы когда-нибудь чувствовали, что внутри вас есть энергия, которую трудно сдерживать? Что вы готовы бросить вызов обстоятельствам, нарушить правила, идти туда, где другие боятся ступить? Это и есть проявление архетипа воительницы, силы, которая рождает смелость, решимость и способность защищать себя и своих близких. Архетип воительницы — это энергия действия. Он пробуждает стремление к свободе, независимости, справедливости. Воительница внутри нас — это тот голос, который говорит: «Я могу, я справлюсь, я не сдамся». Она появляется в моменты вызова, когда нужно принимать сложные решения, когда нужно идти против течения, когда нужно защищать свои ценности. Но кто такая воительница на самом деле? Это не только образ сильной женщины, которая побеждает во внешнем мире. Воительница — это внутренняя сила, которая борется с сомнениями, страхами и ограничениями. Она учит действовать, даже когда страшно, идти к цели, когда кажется, что все против вас. Она помогает женщинам быть смелыми и самостоятельными, не теряя своей человечности и мудрости. Задайте себе вопрос: когда в последний раз вы действовали смело, несмотря на страх? Когда вы отстаивали свои права, защищали свои границы или принимали важное решение, которое меняло вашу жизнь? Это моменты, когда архетип воительницы проявляется особенно ярко. Истории женщин, открывших эту силу, вдохновляют. Например, одна женщина всю жизнь боялась принимать решения, полагалась на мнение других и избегала конфликтов. Она чувствовала себя слабой и зависимой. Когда она познакомилась с архетипом воительницы, она начала исследовать свою силу. Она училась говорить «нет», принимать решения без страха осуждения, отстаивать свои права. Постепенно ее жизнь начала меняться. Она обрела уверенность, стала сильной и независимой, сохранив при этом доброту и эмпатию. Архетип воительницы также тесно связан с личными границами. Женщина, находящаяся в гармонии с этим архетипом, умеет защищать себя и свое пространство. Она знает, когда стоит уступить, а когда твердо стоять на своем. Это не агрессия, это сила контроля, дисциплины и внутренней уверенности. Вопрос, который стоит задать себе: умеете ли вы отстаивать свои права или часто позволяете другим переступать ваши границы? Интересный аспект воительницы — это способность трансформировать страхи в действие. Многие женщины избегают трудностей, откладывают важные решения, боятся потерять контроль. Архетип воительницы учит использовать страх как инструмент, превращать его в мотивацию, а не в преграду. Когда вы осознаете эту энергию, страх перестает управлять вами, а становится топливом для движения вперед. Воительница проявляется не только в личной жизни, но и в карьере, социальных действиях, творчестве. Это женщина, которая берет ответственность, не боится рисковать, строит собственный путь. Она способна вдохновлять других своей решимостью, вести за собой и менять мир вокруг. Но есть и обратная сторона. Если архетип воительницы подавлен или выражается чрезмерно, он может приводить к агрессии, конфликтам, чрезмерной жесткости. Женщина может становиться нетерпимой, раздражительной, чрезмерно требовательной как к себе, так и к другим. Важно найти баланс между смелостью и мягкостью, решимостью и заботой. Пример из жизни.
Одна руководительница на работе постоянно сталкивалась с сопротивлением коллег. Раньше она пыталась избегать конфликтов, соглашаться со всеми, но это приносило разочарование и усталость. Когда она открыла для себя архетип воительницы, она научилась действовать решительно, отстаивать свои идеи, но при этом слушать других и учитывать их мнение. В результате она достигла профессиональных успехов, сохранив гармонию в коллективе. Архетип воительницы тесно связан с личной ответственностью. Это сила, которая требует мужества, признавать ошибки, принимать последствия и учиться на опыте. Воительница не ищет оправданий, она действует. Она учит быть смелой и честной с собой. Вопрос. Готовы ли вы принять эту силу внутри себя и использовать ее для созидания, а не разрушения? Интригующий момент. Архетип воительницы может существовать вместе с другими архетипами, например, с матерью или творцом. В таких сочетаниях женщина способна быть одновременно заботливой и смелой, создавать и защищать, любить и действовать. Это придает ее личности глубину и многогранность. Архетип воительницы — это не про войну с другими людьми. Это про войну с внутренними ограничениями, страхами и сомнениями. Это про умение быть сильной, осознанной и независимой. Вопрос, который стоит себе задать. Какие внутренние барьеры мешают вам жить полной жизнью, и как воительница может помочь их преодолеть? Воительница вдохновляет нас быть активными, смелыми, целеустремленными. Она напоминает, что сила внутри каждой женщины — это не что-то внешнее, а ее внутренняя энергия, которую можно развивать, направлять и использовать для создания гармоничной, полноценной жизни. Итак, представьте себя воительницей. Что вы чувствуете? Адреналин, уверенность, решимость? Или, возможно, тревогу, сомнение и страх? Как бы вы использовали эту силу, если бы могли управлять ею осознанно? Архетип воительницы — это ключ к свободе, смелости и личной ответственности. Архетип Творца. Сила воображения и самовыражения. Вы когда-нибудь ощущали внутри себя непреодолимое желание создать что-то свое, уникальное, не похожее ни на что другое? Это зов архетипа Творца, энергии, которая рождает идеи, вдохновение и желание преобразовывать мир вокруг себя. Творец внутри нас — это не просто талант, это сила, способная проявляться в любом аспекте жизни, от искусства до бизнеса, от кулинарии до научных открытий. Архетип Творца связан с самовыражением, оригинальностью и внутренней свободой. Это часть женской психики, которая побуждает нас искать новые пути, нестандартные решения, создавать что-то, что отражает нашу индивидуальность. Но Творец — это не только вдохновение, это дисциплина, смелость и ответственность за свои идеи. Задайте себе вопрос. Когда вы в последний раз создавали что-то без оглядки на чужое мнение, что-то, что рождается из глубины вашего сердца? Возможно, это было маленькое решение, проект, рисунок, текст или новое блюдо. Архетип Творца присутствует в каждом таком порыве. Он напоминает нам, что мы сами способны быть архитекторами своей жизни. Истории женщин, открывших архетип Творца, вдохновляют. Одна художница всю жизнь работала в офисе, следуя чужим правилам, но чувствовала пустоту. Она не понимала, почему творчество так ее манит. Когда она осознала, что внутри нее живет Творец, она начала посвящать время живописи и дизайну. Это не только дало ей радость и удовлетворение, но и привело к профессиональному успеху. Ее работы начали продаваться, а внутреннее чувство свободы и гармонии стало постоянным спутником. Архетип Творца тесно связан с внутренней свободой. Женщина, находящаяся в гармонии с этим архетипом, не боится выражать себя, пробовать новое, экспериментировать и ошибаться. Она понимает, что ошибки — часть процесса творчества и роста. Вопрос, который стоит себе задать: позволяем ли мы себе быть настоящими или часто ограничиваем себя страхами и сомнениями? Творец проявляется во множестве форм. Это может быть создание искусства, бизнеса, семейного уюта, личного стиля или новых идей. Главное — осознание, что каждая из этих форм — проявление вашей внутренней энергии, и каждая из них важна.
Архетип Творца учит нас ценить процесс создания, а не только результат. Но есть и обратная сторона. Если архетип Творца подавлен или выражается чрезмерно, он может приводить к творческому кризису, ощущению пустоты, неуверенности в себе. Женщина может чувствовать, что ее жизнь не имеет смысла, что она теряет себя в рутине и чужих ожиданиях. Важно научиться направлять энергию Творца осознанно, находить баланс между вдохновением и реализацией. Пример из жизни. Одна писательница долгое время сомневалась в себе и своих способностях. Она считала, что ее идеи недостаточно ценны и оригинальны. Когда она открыла архетип Творца, она начала писать каждый день, даже если текст казался несовершенным. Постепенно она нашла свой стиль, издала книги и получила признание. Более важно, она обрела чувство удовлетворения и внутренней свободы. Архетип Творца также тесно связан с воображением и интуицией. Он позволяет видеть мир иначе, находить нестандартные решения, создавать гармонию и красоту. Женщина, обладающая этим архетипом, умеет не только создавать, но и вдохновлять других, показывать новые возможности и пути. Интригующий момент. Архетип Творца часто взаимодействует с другими архетипами. Например, Творец и Воительница вместе дают женщине силу не только мечтать, но и реализовывать свои мечты. Творец и Мать позволяют создавать пространство, наполненное заботой и красотой. Эти сочетания делают личность многослойной, богатой и уникальной. Вопрос к вам. А как вы используете свои творческие силы в жизни? Позволяете ли себе полностью выражать свои идеи или часто оставляете их внутри, боясь реакции окружающих? Архетип Творца — это ключ к внутренней свободе и гармонии, к умению видеть мир своими глазами и делать его ярче, глубже и уникальнее. Творец не знает ограничений. Он требует смелости идти за вдохновением, дисциплины завершать начатое и веры в себя. Это не просто архетип для художников или писателей. Это архетип для каждой женщины, которая хочет жить осознанно, полно и красиво. Закройте глаза и представьте себя Творцом. Что вы создаете? Какую жизнь, какую историю, какие ощущения вы формируете? Этот архетип позволяет нам понять, что мы сами авторы своей судьбы, и каждый день предоставляет нам возможность писать новые главы своей жизни. Архетип мудрой женщины. Сила интуиции и проницательности. Вы когда-нибудь ощущали внутри себя голос, который знает больше, чем разум? Голос, который говорит «так будет лучше» или «это опасно, будь осторожна». Это проявление архетипа мудрой женщины, сила, которая открывает нам внутреннюю проницательность, способность видеть скрытые связи, понимать людей и ситуации глубже, чем это возможно на первый взгляд. Архетип мудрой женщины — это не только знания, которые приходят с опытом. Это способность сочетать интуицию и разум, видеть истину там, где другие видят только поверхностные вещи. Это внутренняя сила, которая помогает принимать решения, которые соответствуют вашей истинной сути, а не ожиданиям общества или чужому мнению. Задайте себе вопрос. Когда вы в последний раз прислушивались к своему внутреннему голосу и доверяли ему? Когда вы чувствовали, что что-то правильно или неправильно, даже если логика подсказывала обратное? Это моменты, когда архетип мудрой женщины проявляется особенно ярко. Истории женщин, открывших эту силу, вдохновляют. Например, одна предпринимательница постоянно сомневалась в своих решениях и подстраивалась под мнение коллег. Она боялась ошибок, старалась угодить всем и часто теряла собственную идентичность. Когда она осознала, что внутри нее живет архетип мудрой женщины, она начала прислушиваться к своей интуиции. Решения стали точнее, бизнес успешнее, а внутреннее спокойствие — постоянным спутником. Архетип мудрой женщины тесно связан с внутренним знанием и опытом. Женщина, находящаяся в гармонии с этим архетипом, умеет видеть суть вещей, различать важное и несущественное, принимать решения с уверенностью. Она понимает, что жизнь не всегда подчиняется правилам, и учится использовать свои внутренние ресурсы, чтобы действовать эффективно. Но есть и обратная сторона. Если архетип мудрой женщины подавлен или выражается чрезмерно, он может привести к излишней осторожности, сомнениям и внутреннему критицизму.
Женщина может бояться рисковать, постоянно анализировать события, откладывать действия, ожидая идеального момента, который никогда не наступает. Вопрос, который стоит задать себе: доверяете ли вы своей интуиции? Или часто игнорируете ее голос, подчиняясь внешним факторам? Пример из жизни. Одна психолог всю жизнь стремилась к идеальному решению для каждого клиента. Анализировала ситуации до мельчайших деталей, но часто терялась в потоке информации. Когда она открыла для себя архетип мудрой женщины, она научилась прислушиваться к интуиции, видеть скрытые паттерны и помогать людям более эффективно. Она поняла, что мудрость — это не только знание, но и умение доверять себе и процессу. Архетип мудрой женщины также тесно связан с внутренним равновесием. Он помогает видеть мир целостно, принимать перемены, учиться на опыте и использовать его для роста. Женщина, обладающая этим архетипом, умеет находить гармонию между действием и размышлением, между силой и мягкостью, между внутренним и внешним миром. Интригующий аспект. Архетип мудрой женщины часто взаимодействует с другими архетипами, создавая уникальные комбинации. Например, мудрая женщина и воительница вместе дают способность действовать смело, но с продуманной стратегией. Мудрая женщина и творец позволяют реализовывать идеи, учитывая опыт и предвидя последствия. Эти сочетания делают личность многослойной, глубокой и уникальной. Вопрос к вам: какие решения вы принимаете сегодня с уверенностью, а какие — с сомнением? Архетип мудрой женщины учит нас быть осознанными, видеть последствия и находить путь через сложные ситуации, доверяя внутреннему знанию. Это не магия, это практика глубокого понимания себя и мира вокруг. Архетип мудрой женщины помогает нам развивать эмоциональный интеллект, понимать людей и мотивы, видеть скрытые паттерны поведения. Женщина, обладающая этим архетипом, способна предугадывать события, принимать взвешенные решения и направлять свою жизнь к гармонии и успеху. Представьте себя на минуту мудрой женщиной. Что вы видите? Какие решения принимаете? Как меняется ваше восприятие мира, когда вы доверяете себе и своим внутренним ресурсам? Этот архетип открывает перед нами возможность видеть жизнь глубже, действовать осознанно и использовать свою силу для созидания, а не разрушения. Мудрость — это не только опыт, но и способность слушать себя, доверять внутреннему голосу и понимать, что каждый выбор влияет на вашу жизнь. Архетип мудрой женщины — это источник внутренней силы, которая делает нас цельными, уверенными и осознанными. Вопрос, который остается с вами: готовы ли вы прислушаться к своей мудрости и использовать ее в каждый момент жизни? Архетип мудрой женщины — это ключ к внутреннему знанию, гармонии и личной силе. Архетип искательницы — сила свободы и исследования. Вы когда-нибудь чувствовали непреодолимое желание уйти в путь, открыть новое, бросить привычное и отправиться навстречу неизвестности? Это зов архетипа искательницы, силы, которая рождает любопытство, стремление к приключениям и желание находить новые горизонты. Искательница внутри нас — это энергия перемен, жажда опыта и внутренний порыв к саморазвитию. Архетип искательницы связан с внутренней свободой. Он побуждает нас исследовать мир, выходить за рамки привычного, открывать новые возможности и горизонты. Это часть психики, которая ищет смысл, стремится к росту и новым впечатлениям. Но искательница — это не только приключения внешние, это внутренняя тяга к развитию, к познанию себя, к поиску собственной идентичности. Задайте себе вопрос: когда вы в последний раз выходили из зоны комфорта, позволяли себе следовать за своим любопытством или внутренним желанием? Возможно, это было путешествие, смена работы, новое увлечение или неожиданный поворот в жизни. В этот момент внутри вас проявлялся архетип искательницы. Истории женщин, открывших этот архетип, вдохновляют. Например, одна женщина долгие годы оставалась в стабильной, но скучной работе, боясь перемен. Она чувствовала, что жизнь проходит мимо, но не решалась действовать. Когда она осознала, что внутри нее живет искательница, она начала исследовать новые направления, учиться новому, путешествовать
и постепенно ее жизнь наполнилась яркими событиями и смыслами. Архетип искательницы тесно связан с независимостью и самопознанием. Женщина, находящаяся в гармонии с этим архетипом, умеет принимать решения, исходя из собственных ценностей, а не чужих ожиданий. Она ищет свой путь, исследует возможности и не боится менять направление, если что-то не соответствует ее внутренней правде. Но есть и обратная сторона. Если архетип искательницы подавлен или выражается чрезмерно, он может приводить к бегству от ответственности, постоянному поиску нового без завершения начатого, страху обязательств и глубинной пустоте. Женщина может ощущать неудовлетворенность, разочарование и чувство, что жизнь проходит мимо. Вопрос, который стоит задать себе: ищете ли вы баланс между свободой и ответственностью, между исследованием и жизненными обязательствами? Пример из жизни. Одна молодая женщина всегда хотела изучать новые культуры, языки, путешествовать, но боялась оставить стабильную работу и привычный круг общения. Когда она открыла для себя архетип искательницы, она решилась на смелый шаг, уволилась и отправилась в путешествие по миру, изучая иностранные языки и культуры. Этот опыт изменил ее взгляд на жизнь, принес новые возможности, друзей и идеи для личного и профессионального роста. Искательница тесно связана с внутренней мотивацией. Она ищет ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я здесь?», «Как жить своей жизнью, а не чужой?». Это архетип, который побуждает нас к самопознанию, личному развитию и поиску смысла. Женщина, находящаяся в гармонии с этим архетипом, не боится открывать новые горизонты и следовать за своим сердцем. Интригующий аспект. Архетип искательницы часто взаимодействует с другими архетипами, создавая уникальные комбинации. Например, искательница и творец вместе создают женщину, которая ищет новые идеи и реализует их уникальными способами. Искательница и мудрая женщина позволяют путешествовать и исследовать мир осознанно, извлекая уроки из каждого опыта. Эти сочетания делают личность многослойной и гибкой, способной адаптироваться и развиваться. Вопрос к вам. Насколько вы готовы доверять себе, следовать за внутренним порывом и открывать новые горизонты? Архетип искательницы — это ключ к свободе, приключениям и развитию, который помогает нам жить насыщенной и полной жизнью. Искательница учит нас быть смелыми в исследованиях, не бояться перемен и воспринимать жизнь как приключение. Она напоминает, что путь к себе — это процесс открытий, экспериментов и опыта. Женщина, обладающая этим архетипом, умеет видеть возможности там, где другие видят препятствия, и превращать вызовы в опыт и рост. Представьте себя на минуту искательницей. Какие дороги вы выбрали бы? Куда бы отправились, если бы не боялись ошибок и осуждения? Этот архетип напоминает, что наша жизнь — это путешествие, полное открытий, впечатлений и самопознания. Архетип искательницы помогает нам найти внутреннюю свободу и реализовать свой потенциал полностью. И, наконец, интригующий вопрос. Что вы ищете прямо сейчас? И готовы ли вы отправиться навстречу своим истинным желаниям, открывая новые горизонты и возможности? Архетип искательницы — это сила, которая побуждает нас жить свободно, смело и осознанно. Встреча с своими 6 архетипами. Итак, мы прошли удивительное путешествие через 6 женских архетипов: матери, воительницы, творца, мудрой женщины, искательницы и архетипа любви. Каждый из них уникален, каждый несет в себе силу, энергию и мудрость, которые могут менять жизнь. Вы уже видели, как архетип матери дарит заботу, тепло и поддержку, как он учит любить без условий, но при этом не забывать о себе. Вы знакомы с воительницей, силой смелости и решимости, с архетипом, который пробуждает энергию действия и внутреннюю уверенность. Вы ощутили Творца, того внутреннего архитектора вашей жизни, который рождает идеи, вдохновение и помогает реализовывать мечты. Вы открыли мудрую женщину, голос интуиции и глубокой проницательности, которая учит принимать решения осознанно и видеть мир глубже. Вы встретили искательницу, ту, что зовет к свободе, приключениям и самопознанию, к открытиям, которые раскрывают вашу индивидуальность. И, наконец, архетип любви — энергия связи, тепла, принятия и страсти,
которое наполняет жизнь смыслом и радостью. И вот важный момент. Ни один архетип не существует отдельно. В каждом из нас они переплетаются, создают уникальный внутренний мир, который делает женщину многослойной, глубокой и удивительно сильной. Задайте себе вопрос. Какие из этих архетипов вы узнаете в себе прямо сейчас? Где ваша сила? Где ваши источники вдохновения? Где те части себя, которые вы пока не осознали? Архетипы — это ключи к самопознанию. Они показывают, где ваша энергия сильна, где есть потенциал для роста и где стоит обратить внимание на внутренние конфликты. Когда вы начинаете понимать их, вы получаете возможность управлять своей жизнью, принимать осознанные решения и находить гармонию между различными частями своей личности. Представьте, ваша жизнь — это книга, и эти 6 архетипов — ее главные персонажи. Каждый день вы можете выбирать, какой архетип будет вести вас сегодня. Сегодня вы можете быть мудрой женщиной, принимая взвешенные решения. Завтра — воительницей, смело защищая свои границы и мечты. Сегодня вы творец, создавая свой уникальный путь. Завтра — искательница, открывая новые горизонты и возможности. И самое важное — архетипы — это не теория, это живые силы внутри вас. Они проявляются в ваших мыслях, эмоциях, действиях, отношениях. Они помогают понять, почему вы поступаете так, а не иначе. Какие привычки повторяются и как их трансформировать, чтобы жизнь стала гармоничной и наполненной. Заканчивая это путешествие, я хочу, чтобы вы задали себе вопросы, которые останутся с вами. Какой архетип ведет меня сейчас? Где моя сила и моя свобода? Какой архетип я могу пробудить, чтобы стать более гармоничной, счастливой и полной жизнью? Внутри каждой женщины живут 6 архетипов: матери, воительницы, творца, мудрой женщины, искательницы и любви. И именно их энергия делает вас уникальной. Когда вы научитесь распознавать их, использовать их силу и гармонично сочетать их в своей жизни, вы почувствуете настоящую свободу, радость и осознанность. Ваше путешествие только начинается. Эти архетипы — это карта, путеводитель, ключи к вашей душе. Откройте их, исследуйте, позвольте им вести вас, и вы увидите, как меняется ваша жизнь, как становятся ясными ваши цели, мечты и желания. Помните, внутри вас уже есть все, что нужно, чтобы быть сильной, счастливой, мудрой и свободной. 6 архетипов — это ваша сила, ваш свет, ваша уникальная магия. Позвольте им проявляться, и вы откроете себя такой, какой мир никогда раньше не видел.